Тихая и спокойная жизнь Натальи закончилась неожиданно. Она вырастила и воспитала своего единственного сына в одиночку. Она вложила в него всю свою любовь, всю душу и материнское сердце. В результате Андрей стал таким, каким Наталья его представляла, заботливым, отзывчивым и обаятельным. Его уважали и любили, и он также отвечал своим односельчанам. У парня всегда находилось время, чтобы оказать помощь словом и делом одиноким старикам в деревне. Понимание и любовь матери, подкрепленные поддержкой сына, позволяли Наталье гордиться парнем. Шло время, Андрей вступил в брак и чувствовал себя очень счастливым. Ему пришлось переехать к жене в город для того, чтобы получать больше денег. Молодой мужчина стал работать дальнобойщиком, беря на себя заведомо сложные рейсы. Его молодая жена требовала от него дорогих покупок и подарков. Наталья ощущала, что в семье сына не все гладко, но старалась не вмешиваться. Однажды, во время рейса Андрей оказался в ситуации, когда его машина сломалась и ему пришлось вернуться домой раньше, чем планировал. Тогда он и застал свою супругу в объятиях бывшего ухажера, который обещал ей золотые горы. Мужчина не стал выяснять отношения с женой и устраивать разборки, он просто сел в неисправную фуру и отправился неизвестно куда. Некоторое время его не могли найти, и только спустя 2 дня его автомобиль обнаружили в глубоком овраге, недалеко от родной деревни. Но Андрея там не было, он пропал без вести. Скорее всего, он ехал к матери, к тому самому человеку, который никогда не предаст его. Однако, что именно произошло дальше, осталось неизвестным. Всю свою жизнь Наталья страдала от неизвестности и горя. Раньше эта красивая, ухоженная женщина превратилась в старуху. По ее поведению было видно, что горе полностью поглотило ее, и она потеряла интерес к жизни. Находясь в лесу, недалеко от места аварии, она несколько месяцев искала своего сына. Он являлся смыслом ее жизни, а его исчезновение стало означать утрату смысла существования. Наверняка она бы уже покончила с собой, но в ее сознании все еще существовала мысль о том, что сын вернется. Сегодня она снова бродила по лесу уже несколько часов. Надежда не умирала в материнском сердце. К вечеру уже нужно было возвращаться домой. Чтобы сократить путь, требовалось пересечь сравнительно небольшую по размерам трассу. Наташа стояла в ожидании машин, которые с шумом проезжали мимо нее. Иногда у нее возникала мысль о том, чтобы завершить это бессмысленное существование под колесами автомобиля. Вдруг ее мысли были прерваны каким-то незнакомым звуком. У нее возникло желание оглянуться вокруг. Она увидела непонятный комок, который лежал на обочине и скулил. В это время Наталья приблизилась к малышу. Господи, да это же волчонок. Возможно, он хотел перебежать дорогу, но, видимо, был сбит автомобилем. Когда Наталья посмотрела в его глаза, она увидела там боль, страдания и просьбу о помощи. Женщина начала махать рукой в попытке остановить хоть какую-то машину. Водители проезжали мимо, но один из автомобилей все-таки остановился. После всего увиденного, он снял куртку и положил на нее животное. Затем взял Наталью за руку и повел ее к машине, чтобы отвезти их в клинику. После долгих часов ожидания появился ветеринар. В процессе работы я сделал все возможное, но с ним придется еще повозиться, чтобы он встал на ноги. Необходимый уход и забота, закончил врач. Она настолько прониклась к незнакомому человеку, что смогла излить ему всю свою боль и переживания. В ответ на это, мужчина сказал лишь одно: это судьба. Не просто так он вам достался, возможно, это своего рода спасение, чтобы больше не возникало мысли о суициде. Наталья перестала испытывать боль и бессмысленность своей жизни без сына, благодаря заботе о больном животном. Для нее волчонок стал родным. Ему нравились ее пирожки с капустой, которые она пекла для своего Андрея в детстве. Малыш спал на кровати ее сына, а она гладила его по голове. Через год волчонок превратился в крепкого и сильного волка и был очень привязан к своей хозяйке. Он следовал за ней везде, и в лес, и в поле, и на огород, где ложился между грядками, словно охраняя ее от кого-то. В то же время Наталья не прекращала поисков своего пропавшего сына, чтобы хоть где-то была его могила, куда можно было бы прийти, поговорить и излить свою боль. Она каждый день отправлялась на поиски своего ребенка.
В лесу ей было проще справиться с эмоциями. Не могла Наталья показать свои переживания и боль другим людям, потому что не хотела, чтобы ее жалели. Как обычно, в этот день они отправились на прогулку по лесу. Зверь бродил по оврагам и зарослям, обнюхивал все вокруг. На некоторое время Наталья потеряла его из вида, но тут волк вернулся с каким-то возбуждением и беспокойством. Его точно что-то беспокоило. Поведение животного было необычным, он останавливался, затем поворачивался и уходил на несколько шагов, словно хотел показать ей что-то. Волк начал звать ее куда-то, и она решила последовать за ним. Он привел ее в небольшой овраг, который был покрыт папоротником и мхом. Наталья увидела сверток и бросилась к нему. Звуки, которые издавались, были похожи на детский плач. В грязных тряпках, которые были небрежно завязаны, лежал маленький ребенок. Женщина не могла понять, как можно совершить такой чудовищный поступок. Схватив ребенка на руки, она побежала в сторону деревни. Ей вспомнились слова мужчины, который помог спасти ей волчонка: «Он послан вам не просто так, возможно, он является спасением для вас, чтобы больше не возникало мысли о суициде». Сбылись его пророчества именно в этот момент. Не только волк, но и младенец были посланы ей свыше. Ее решение окончательное, она никому не отдаст этого мальчика. Это ее ребенок, и она сделает все возможное для его счастья. В то время процесс усыновления и оформления опеки был проще, и Наталья с легкостью справилась с оформлением всех необходимых документов. Спустя 2 месяца грибники нашли останки Андрея. Она похоронила его на деревенском кладбище, и теперь у него было место упокоения. А Наталье нужно было воспитывать нового человека и дать ему все, что отняла у него родная мать: любовь, ласку и нежность.